Привет! В этом видосике я покажу тебе, как построить спавн правильно, чтобы на нем нельзя было строиться и чтобы тебя не могли убить, пока ты лутишься. Для того, чтобы построить безопасный спавн, тебе нужно несколько инструментов, точнее устройств. Это барьер, это зона модификаций. Барьер выглядит вот таким вот образом. Зона модификации выглядит вот таким вот образом. Ну и, естественно, спавн, да? Ну, наверняка ты уже с этим разобрался, построил там и лут, и все остальное. У тебя есть... Представим, у нас с тобой есть спавн. Нам нужно сделать так, чтобы в зоне, например, на... Давай, 1, 2, 3, 4 квадрата была безопасная зона. Ширину делаем 4 квадрата. Ширину делаем 4 квадрата. Естественно, это подгоняешь под размеры своего спавна. И высота области тоже зависит от того, какой у тебя высокий спавн. Давай сделаем 2 квадрата. Все. Здесь у нас зона, которую мы будем настраивать. Теперь, важные моменты, которые тебе нужно настроить. Во-первых, отображение области в игре, отображение основания в игре в этом устройстве всегда по дефолту нет. Ты так и оставляешь, чтобы у тебя не виднелось это во время игры. Воздействие на игроков обязательно оставляй да. Воздействие на живых существ, охранников, все остальное, тут в принципе не обязательно тебе менять, потому что не факт, что они у тебя есть, или даже если есть они у тебя, то тогда уже решай, нужны воздействия на них или нет. Разрешить редактирование — это та самая кнопка, которая запрещает редактировать строение в этой области. Мы ставим «нет». И тут можно, как видишь, ограничить и прыжки, изменить гравитацию, много-много-много чего сделать, множитель скорости поставить и так далее. Вот, визуальные эффекты. Нам тоже они не нужны, чтобы при попадании в эту область не было вот этого вот визуального и звукового эффекта. Мы отключаем визуальные эффекты и стрельбу отключить. Все. Разрешить строительство отключить. Теперь у нас нельзя строиться, нельзя редактировать, нельзя стрелять в этой области. Подтверждаем. Все, область настроена, и в этой области теперь, если мы возьмем оружие, например, какое-то, мы сейчас вот выбросим оружие, чтобы можно было его во время игры поднять. Теперь в этой области, если мы возьмем оружие, мы не можем стрелять, видишь? Я нажимаю кнопочку, но не стреляет. Плюс мы не можем строиться. Видишь, у нас справа появился значок «Запрещена стройка». Все. То есть мы настроили элементарно быстро зону для того, чтобы можно было на ней спокойно лутиться, да, и чтобы никто не застраивал и не мог в тебя стрелять. Но человек может выйти вот сюда и отсюда убить любого, кто находится в этой зоне. Как же нам быть в этой ситуации? Для этого мы используем барьер. Барьер мы настраиваем. Я не люблю его очень делать толстым. Я люблю вот прям вот так 0,1, 0,5. Вот, высоту барьера также ставим 2 клетки, как высота у нас той зоны. И длина барьера 4 клетки, как у нас стоит длина зоны. Да, то есть под наш спавн настраиваем. Ставим его вот тут вот получается. Плюс-минус. Вот, теперь дублируем барьер на эту сторону. То есть мы делаем вокруг нашего спавна барьер. Естественно, не забывай защитить еще и верх. То есть если у тебя возможность есть попасть через верх, то бери тоже барьер и ставь его наверху, чтобы у тебя не мог пройти сверху никто и никого не мог устранить. Ставишь и настраиваешь его, просто высоту оставляешь минимальную, а вот ширина барьера и длина под зону, которую ты защищаешь. Все, корректируешь его под эти размеры. И у тебя готовый спавн, через который нельзя стрелять. Здесь важные моменты. Если ты хочешь сделать так, чтобы человек мог отсюда выбраться, да, ты можешь либо сделать телепорты, которые будут телепортировать в зону боевых действий, либо ты можешь настроить вот это устройство, барьер, таким образом, чтобы через него можно было проходить, но при этом нельзя было стрелять. Для этого тебе нужно зайти в настройки, пуленепробиваемый барьер оставляешь «да», столкновение с камерой отключаешь, игнорирование команд ставишь «все». Для того, чтобы все могли пройти. Все. И дальше такие же настройки на других барьерах. Давай я пока вот
у нас справа, получается, открытый будет, а все остальные будут закрыты. Для того, чтобы показать, как это будет действовать. Смотри, вот тут справа у нас открыт. Мы здесь справа можем пробегать, видишь? Здесь вот мы, бамс, не можем пробегать. Здесь тоже не можем. А здесь я сейчас настроил, чтобы он игнорировал команды и не было столкновения с камерой. Видишь, мы можем пробежать сквозь барьер. Как же нам проверить? Давай проверим, будет ли пролетать пуля через него. Для этого мы с тобой возьмем сейчас ботиков какого-нибудь или животного. Да, ботиков все время делаю. Давай возьмем животных. Так, все переместилось. Что-то Fortnite добавил, потому что вот эта фигня была еще вчера вот здесь. Что-то добавили. Вон, животные тоже переместились, они были с этой стороны. Окей, ладно. Разместить сюда. Давай настроим их. Нам не надо слишком много, пусть будет у нас один. Все, здесь ничего не меняю, оставляю все по дефолту. И вот за барьером поставлю еще одного для того, чтобы нам проверить, как это будет работать. Здесь же сейчас еще надо все-таки поставить устройство выдачи предметов, чтобы можно было нам... Эй, что он не падает на пол? Все, упал. И сюда мы делаем оружие. Просто вот выбросить. И давай настроим вот это устройство. Повторное создание включено. Случайный предмет выключен. Отображение основания в игре выключим. Создание предмета по таймеру. Давай, 1 секунду. Все. Теперь он через 1 секунду должен делаться у нас. Чик. Есть. Все. Берем оружку. Вот у нас появились... Здесь мы стрелять не можем. Смотри, мы можем здесь оп-оп-оп-оп стрелять. Вот здесь вот, где у нас стоит барьер, видишь, мы не можем прострелить его. Вот здесь вот мы тоже не можем прострелить. Там, где я прошел, видишь, мы не можем стрелять по волку. Все, нас барьер защищает от пуль, но при этом я через него могу проходить. Вот такая простая настройка этих элементов. Тут дальше играйся уже как тебе нужно, дальше настраивай как тебе нужно, размеры, цвета и все остальное. Можно барьер сделать невидимым, чтобы было комфортней играть. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Впереди еще очень много интересного. Пиши в комментариях вопросы, которые тебя интересуют, я на все отвечу.